Всем привет! Сегодня я расскажу вам про вакуумные пробирки с активатором свертывания и разделяющим гелем. Поехали! В последнем видеообзоре мы с вами уже разобрались, что же такое вакуумные пробирки с активатором свертывания крови. В данном случае с героем нашего обзора, желтой пробиркой, дела обстоят все так же. Она используется для получения сыворотки крови, но с помощью разделяющего геля мы получаем выход этой сыворотки намного больше. Тем самым формируется непроходимый барьер между сывороткой и сгустком крови, который состоит из эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и всего остального, что не есть сыворотка крови. Само собой, в данной ситуации может показаться, что достаточно и обычной вакуумной пробирки с активатором свертывания. Так зачем еще и с гелем? Объясняю, есть одна ключевая особенность именно такой пробирки. Это возможность длительного хранения, даже при заморозке, что позволяет нам осуществлять транспортировку проб в вакуумных пробирках из дальних регионов. Конечно же, после центрифугирования. Но и это еще не все. Непосредственно этот вид вакуумных пробирок снижает вероятность гемолиза, то есть разрушения красных кровяных тел, эритроцитов, с последующим выделением гемоглобина в окружающую среду, что, согласитесь, никому не надо при проведении анализов. Выглядит данная вакуумная пробирка абсолютно так же, как и все остальные вакуумные пробирки, только цвет желтый. У меня на обзоре находятся варианты как для российского, так и украинского рынка, поэтому этикетки полностью локализованы. Продаются вакуумные пробирки кратно упаковкам, в одной упаковке 100 штук. Вакуумные пробирки торговой марки Eximlab хорошо себя зарекомендовали среди наших клиентов, включая современные лаборатории и множественные медицинские учреждения любого уровня.